Сегодняшний салат украсит не только новогодний стол, но и все рождественские праздники. Салат получился не только очень вкусным, но и выглядит он очень красиво. Всем привет! Ну и для начала мы берем 400-450 грамм шампиньонов и нарезаем их на крупные куски. И полностью все нарезанные грибы нужно отправить на сковородку и обжарить до готовности самым любимым вашим способом. Обжаренные грибы мы отставляем в сторонку, им нужно дать полностью остыть. Ну а мы тем временем подготовим остальные продукты для нашего салата. Берем одно копченое куриное бедро. Из этого бедра нужно будет удалить полностью все кости и кожу. А все остальное мясо стараемся нарезать на небольшие кубики. Далее нам понадобится два небольших свежих огурца. И сами огурцы тоже нарезаем на небольшие кубики. После огурцов нам понадобится заранее отваренные вкрутую 3 куриных яйца. Их нужно будет разделить на желтки и белки. И по отдельности в разные тарелки вначале нужно натереть на мелкой терке белки, и на точно такой же мелкой терке в отдельную тарелку натираем желтки. Итак, приступаем к сборке салата. Сегодня мы будем собирать через салатное кольцо диаметр 18 см, и по центру кольца нужно установить стакан. Стакан устанавливайте так, чтобы он действительно у вас получился по центру как можно ровнее. На первый слой мы отправляем полностью все нарезанное кубиками копченое куриное мясо. Мясо распределяем равномерным слоем и не трамбуем. Ну и этот слой из мяса нужно накрыть сеткой из майонеза. Я уверен, что сетка не получится, поэтому вот так вот в хаотичном режиме хорошо все поливаем майонезом. На второй слой отправляем полностью все нарезанные кубиками огурцы. Все огурцы нужно будет хорошо выровнять. Затем этот слой из огурцов нужно немножечко посолить. И этот слой из огурцов тоже нужно будет накрыть майонезом. На следующий слой мы отправляем полностью все уже остывшие обжаренные грибы. Грибы солить и перчить не нужно, поскольку мы их обжаривали уже со своими любимыми специями. Ну и после того, как вы выровняли грибы, их тоже нужно будет накрыть майонезом. И после грибов у нас будет слой из консервированной кукурузы. Примерно на этот слой у меня пошло 2/3 банки. Этот слой мы тоже накрываем сеткой из майонеза. Смотрите, в праздники ни о какой диете речи быть не может. Поэтому майонеза здесь мы не жалеем. Салат не должен быть сухим. На этот салат у меня пошло примерно 150 грамм майонеза. Ну и последний слой у нас будет слой из яиц. Но внешний круг мы делаем из белков, а внутренний круг, тот, что будет ближе к стакану, мы делаем из желтков. Таким образом этот слой и будет в качестве немножко украшения. Ну а дальше салатик нам остается только украсить. Смотрите, на стыке белков и желтков я делаю еще один круг из веточек укропа. Это будет символизировать елку. Вокруг укропа на белой части я разложил зерна кукурузы. Это как будто бы елочное украшение. Но лучше бы их было заменить зернами граната. Было бы намного красивее. А на желтую часть я разложил несколько маслин. Тоже как будто бы елочное украшение. И в таком положении салатику нужно будет дать настояться хотя бы 2 часа. Через 2 часа вначале нужно будет достать из центра аккуратно стакан, а затем аккуратно снимаем само салатное кольцо. И вуаля, не только очень вкусный, но и очень красивый салат на любой праздничный стол у нас сегодня получился. Ну что ж, друзья, если вам понравился такой рецептик, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. Кстати, самые внимательные в этом ролике найдут несоответствие. Пишите в комментариях, что именно вы нашли. Также посмотрите еще один очень вкусный салатик. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!